А перед тем, как начать наш выпуск, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости из мира спорта и бокса, а также оповещаем вас о выходе новых видео на канале. Будь первым, кто увидит выпуск. Когда в последний раз вы спарринговали с отцом? Какой у вас расклад сил сейчас? О, ему лучше со мной не выходить сейчас. Хотя в последний раз он меня побил, был небольшой нокдаун. Но это было давно. Сейчас же я бы ему выходить со мной не советовал. Вы говорили, что хотели бы превзойти отца, но как можно превзойти абсолютного чемпиона мира? Если я смогу стать в половину таким же, как он, то это будет очень круто. Я не отказываюсь от слов, что хочу его превзойти, и я хочу быть чемпионом. Просто даже если я буду в половину так же хорош, это уже будет невероятно. Добро пожаловать снова на канал На Связи. Жмите на лайк, подписывайтесь и включайте уведомления, если еще этого не сделали. Ведь сейчас мы поговорим о Тиме Цзю, восходящей звезде австралийского бокса и сыне легендарного Константина Цзю. Тим родился 2 ноября 1994 года в австралийском Сиднее. Он является первым ребенком от первого брака Кости Цзю и его жены Натальи. Мальчик с детства увлекался спортом. Первым его увлечением была гимнастика, ею он занялся в 6 лет. В 10 увлекся футболом, а уже в 15 начал заниматься боксом и со временем понял, что хочет стать профессиональным боксером. Тим Цзю не может похвастаться суперуспешной любительской карьерой. За ее время он провел всего лишь 34 поединка, правда имел только одно поражение против 33 побед. Что в принципе не так уж и плохо, хотя это и без выступлений на мировых первенствах и Олимпийских играх. Помешало ему добиться серьезных успехов и травма руки, которую он получил в то время и вынужден был лечиться. В декабре 2016 года парень решил дебютировать на профессиональном ринге. Дебют состоялся на родине в Австралии. По итогам 6 раундов был перебоксирован местный, практически никому известный боец Зорна Касади. Далее последовала череда боев с не намного более сильными противниками. Тим уверенно их побеждал, большинство из них отправлял в нокаут, но мало кто тогда еще воспринимал всерьез парня. Но потихоньку, повышая уровень оппозиции, упорно трудясь в зале, Тим смог выйти на новый уровень, а также убедить экспертов и аналитиков, что он действительно является настоящим боксером и бойцов до мозга костей. Сидней, Австралия, 2019 год. Тим Цзю против Дентона Вассела. Бой за титул временного чемпиона Океании WBA в первом среднем весе. Опытный британец Дентон Вассел должен был стать первым серьезным экзаменом для младшего Цзю на профи-ринге, и Цзю очень уверенно справился с ним. Тим быстро изучил противника и начал его переигрывать. Уже во втором раунде ему удалось отправить Дентона в нокдаун, а затем и забить до отмашки рефери. Сидней, Австралия, 2019 год. Тим Цзю против Дуайта Ричи. Бой за титул чемпиона WBO Global и титула IBF Australasian. Картина боя была примерно одинаковой за все время боя. Тим Цзю был немного более работоспособен, чем его противник. Забирал раунды за счет своей активности, а также он как минимум не уступал в технике. В некоторых раундах Цзю позволял себе немного перевести дыхание, тогда и активизировался Ричи и забирал эти трехминутки в свою пользу. Помогло проспекту и то, что он смог рассечь левый глаз противника.
Также Рост не впечатлял ударной мощью, и это было не странно, ведь только 2 из 19 своих поединков он завершал досрочно. Поединок прошел всю дистанцию, и по итогам 10 раундов все судьи отдали свои голоса в пользу Дзю. 97-93, 98-92, 98-93. Единогласное решение судей. Таунсвилл, Австралия, 2020 год. Тим Дзю против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO Global и титула IBF Australasian. Джефф Хорн пока что бесспорно является самым известным противником Тима Дзю. Псевдопобедитель Мэнни Пакьяо как-никак. Бой с ним можно назвать настоящим мегафайтом. Тем более, что он случился уже во время мировой пандемии и карантина. В преддверии боя Дзю заявил: в ходе подготовки я побывал в одном ринге со многими хорошими боксерами, включая Мэнни Пакьяо, прошел проверку в спаррингах и тренировках в Америке, так что я знаю, на каком уровне я нахожусь. Я абсолютно уверен в своих способностях и готовности. Могу пройти 10 и 12 раундов. Я готов. Свои слова про готовность Тим подтвердил действиями в ринге. В стартовых раундах Хорн еще мог что-то противопоставить соотечественнику. Навязал довольно грязный бокс с кучей борьбы. Но ближе к экватору поединков картина изменилась. Дзю полностью захватил инициативу и в 6-м раунде смог отправить противника в нокдаун. Хорн поднялся и продолжил бой, но ненадолго. На 9-й отрезок боя он уже не вышел. Досрочная победа Тима Дзю над первым по-настоящему известным для всего мира боксером. И если брать только это достижение, уже смело можно сказать, что Костя Дзю имеет все основания гордиться своим сыном. С того времени Тим Дзю провел еще 2 боя. Он очень быстро и эффективно победил еще одного австралийца Боуина Моргана сразу же в 1-м раунде. Только посмотрите на этот нокаут. А затем, немного менее уверенно, одержал победу над крепким ирландцем Деннисом Хоганом в 5-м раунде. Теперь его ждет бой с очередным австралийцем Максом Зерофом, который, кстати, побеждал ранее упомянутого Джеффа Хорна. Одним из ключевых людей в жизни Тима, помимо отца, является его дедушка Борис Дзю. Боксер говорит, что он для него ключевой человек в карьере. Просто все. Также важную роль играет его дядя Игорь Голубев. И дедушка, и дядя являются одними из тренеров Тима. Сам отец Тима, Костя Дзю, говорит, что его сын еще не готов биться с лучшими бойцами средних весов, братьями Чарло и Головкиным. Так что более вероятно, мы увидим Тима против еще нескольких крепких парней типа Хорна и Зерафы. Было бы интересно посмотреть его против Джесси Варгаса, Келла Брука и Амира Хана. Так что пожелаем парню удачи, развиваться и в скором будущем выйти на бой за мировой титул и победить. А как думаете вы, получится?